Я знаю, что бишбармак это 5 пальцев, значит кушать это надо руками. Когда мясо уже сварится, верхний жир мы зальем в лук. Здесь у нас в принципе все уже разделено. Потом косточки еще принесем. Тесто приготовилось, обольем блюдо жирным бульоном. Друзья, всем привет! А мы опять на этом месте, оно нам очень полюбилось с того ролика про кролика. И сегодня будет блюдо у нас долгожданное. Долгожданное она будет особенно для наших подписчиков и друзей из Казахстана. По набору продуктов, я думаю, эти люди уже поняли, что будет сегодня за блюдо. У нас сегодня есть задняя нога барашка, колбаса из конины козы, курдюк бараний и телятина молодая, ножка барашки, тесто, лук. Догадались вы, что это за блюдо? Конечно, это будет сегодня бишбармак, казахское блюдо в горах Кавказа. Оставайтесь с нами. Для того, чтобы сварить мясо, нам нужна будет хорошая вода. У нас талая. Заливаем в казан воду. 16-литровый казан. Залили 5 литров воды. Еще, я думаю, пару литров дольем. Погрузим в него мясо, колбасу и курдюк. И посмотрим, нужно будет еще долить воду или нет. 2,5 литра налили. Погода в горах классная, солнечная. Эльбрус видно, хребет видно, но есть ветер, поэтому если будет какой-то дискомфорт, заранее извиняемся. Но сегодня будем говорить не о ветре, сегодня у нас бишбармак. Давай, Рифат, здесь у нас в принципе все уже разделено как надо. Нужно только телятину порезать пополам. Пленочки зачищу, которые будут мясо сжимать при варке, и сок будет тогда сильно уходить из мяса. Так, это жир, это уже обрезать не будем. Здесь у нас мясо с жилкой есть сверху. Вот так, его мы так отрежем вместе с пленкой и будем ждать наших братьев меньших. Вот это все им отдадим. На-на-на. Ух ты! Все, на здоровье. Потом косточки еще принесем вам. Мясо обработали. Будем закладывать. Так. Курдюк обязательно, чтобы бульон был жирный. Козы. Бишбармак получится у нас царский. Вот такая красота. Закрываем крышку, поджигаем очаг и ждем, когда закипит. Мясо заложили, очаг зажгли. Вариться будет 3 часа после того, как закипит. И солить будем тогда, когда закипит. Закрываем крышкой, ждем, когда начнется кипение. Пока варится мясо, нарежем лук. Кстати, на ютубе смотрел много роликов о том, как готовить бишбармак. И не все объясняют, что нужно делать с луком. То есть в конце посыпают им блюдо, а то, что он запаренный в бульоне с жиром, не все объясняют. В общем, нам нужно будет нарезать тонко лук полукольцами, сложить вот в эту кастрюльку, и потом, когда мясо уже сварится, верхний жир мы зальем в лук и будем его там запаривать. Кастрюльку. Вот, бульончик начал закипать. Нужно снять сейчас пену.
Бульон закипает. Нужно хорошо посолить. Вот таких 2 горсти. Бульон наш кипит. Уже бишбармак почти готов. Соберем верхний жирный бульон. Запарим лук. Накроем крышкой. И здесь возле казана тепло, пусть запаривается. Мясо сварилось. Начнем его вылавливать. Вот курдюк первый. Дальше у нас идет баранина. Косточку вот видно. Говядина. Вот такие куски смачные. Ножка баранины. Козы. Оп. Вот это мясо возьмем, а это пусть поварится еще, чтобы не остыло. Здесь ветер дует, сейчас мы здесь будем варить тесто, вот здесь с края. Несем тесто. Так, берем прям, закидываем. Так, достаточно будет. Мясо убрали все, тесто не помещалось. Сейчас мы его проварим хорошо. Ну что, теперь самый приятный момент. Нужно все красиво нарезать. Начнем с козы. Жир течет. Нарежем говядинки. Барашку. Самое вкусное в этом блюде это курдюк. Тесто приготовилось, обольем блюдо жирным бульоном, чтобы оно не прилипло. Вот так достаточно будет. Теперь раскладываем барана, выкладываем. Говядина. Вот такая она сочная получилась. Жирная. Выложим курдюк. Вот такой бишбармак получился у нас. Очень вкусно выглядит, аппетитно. Сейчас я его попробую. Тесто возьмем, вытянем. Вот так. Так, первое я хочу попробовать. Козы. Так. Просто тает во рту. Теперь возьму еще кусочек теста и заверну в него курдюк и говядину. Да, казаки знают толк в еде, это точно. Очень вкусно. Я, правда, не знаю, как правильно это кушать, но исходя из названия, я знаю, что бишбармак это 5 пальцев, значит кушать это надо руками.
Поэтому кушаем руками. Рифат, давай быстрее кушать, остывает, ветер такой холодный. Друзья, спасибо, что были с нами. Ездите почаще на природу, готовьте вот такие прекрасные блюда. Это несложно. Оно варилось 3 часа, а мы бездельничали, гуляли, дышали воздухом. Ну и снимали, конечно, ролик. Поэтому обязательно ездите на природу, выезжайте, готовьте с семьей, с друзьями, с кем угодно. Главное, нужно проводить время с удовольствием. Спасибо, что были с нами, что подписались на наш канал, поставили лайк, нажали на колокольчик, для того, чтобы ничего никогда не пропустить. С вами был канал Серго Пудра, Рифат. Всем пока, мы будем кушать. Вот так. Собак тоже накормили.